Сейчас я продолжаю записывать из своих архивов интересные видео про то, как когда-то я реставрировал такие чудесные машины-граммофоны. Вот данный экземпляр попался мне по объявлению в городе Полтаве. И недолго думая, сели мы с семьей на машину и 140 километров проехали только лишь, чтобы заполучить этот раритет. Значит, когда мы приехали, довольно радушные хозяева, но такие самоделкины. И видно было, что этот аппарат, хоть он и сохранился на чердаке, но был благополучно болгаркой отшлифован и покрыт такой половой краской. Труба, в свою очередь, была позолоченной краской покрыта. Вот пытался я под этой краской найти какие-то там, в общем-то, либо собачка, либо ангелочки были когда-то клейма, но нет. Значит, вот разрушенная сладкой труба была, так, на скорую руку. Золото удалось мне смыть, но она была очень сильно разрушена, и пришлось мне ее реставрировать. Значит, точно так же снимал, очень много растворителя пошло для того, чтобы эту половую краску отмыть. Понятно, что вот логотип чуть-чуть пострадал и от времени, и от того, что его сверху красили. Значит, получилось разобрать потом эту конструкцию. Здесь видно технологически, как скобами углы соединяли такими волнистыми. Виден номер фабричный выбитый. Этот граммофон сделан в Англии. В Германии немножко другое клеймо, немножко по-другому. Это вот именно His Master's Voice. Значит, вот видны немножко технологические отличия и дефекты, которые были здесь на корпусе граммофона и на трубе соответственно. Труба из разряда дефицитных, немножко непонятых у нас в стране, но зато пользующихся бешеной популярностью в Америке, во всем мире, поскольку звук граммофона из этих труб, он значительно интересней, нежели звук из металлических рупоров. Вот так вот оно разбиралось, где-то хорошо, а где-то пришлось и что-то высверлить, что-то отломалось. Понятно, вещь более 100 лет ей. И вот после того, как все сошлифовано, зачищено максимально, значит, надо было все-таки дальше наводить глянец на всем этом деле. И вот первое, что это очистка от ржавчины и никелирование в домашних условиях вот этих мелких запчастей, регуляторов, болтиков, всевозможных металлических деталей. Значит, насколько это требует формат, я это почистил, поникелировал. И дальше потом это все было собрано. То есть вылизывать такие вещи до состояния фабричных, мне кажется, нецелесообразным. Они утрачивают свой шарм, они утрачивают свою налет веков. И это, в общем-то, не знаю, это будет новое изделие, оно смотреться будет по-новому. Чаще всего приходится консервировать какие-то процессы, чтобы дальше ржавчина не шла. Вот уже никель есть, но понятно, что там где-то раковины, никто их не выводил. Но зато вещь смотрится достаточно старинной. К сожалению, то, что болгаркой люди прошлись, я не знаю, что они там уже счищали, убирали. Вот, очень глубокие следы, и кое-где это видно, это не получилось. Вот вид готового изделия уже, так, вперемешку фотографий.
в архивах. Значит, может быть, буду повторяться в чем-то. Значит, фотографии удалось сохранить с каких-то облачных сервисов, на которые я когда-то выкладывал, где-то из моих архивов. Поэтому, возможно, будут какие-то дублирующие. Ну, я думаю, ничего страшного. Очень много видно нюансов именно, как изготавливались такие вот трубы, допустим, деревянные. И я давно горел желанием научиться самому изготавливать такие деревянные трубы. Это очень сложный процесс, требующий очень большого количества оснастки. Даже саму форму, не имея трубы в наличии, очень сложно повторить. Значит, по моему опыту, что получалось? Получалось, что эта кривая, которая образует трубу, она не одна. Это гипербола. В общем, она из двух частей состоит. И вот здесь видно, что все-таки мне удалось суметь сделать такую деревянную трубу. Вот здесь вот показано. Это трубы уже мои, непосредственно моего производства. Вот, но на основании тех труб, которые, в общем-то, мне достались фирменные. Значит, ну, я думаю, что меня не сильно осудят. Я сравнивал звучание трубы своего производства. И вот это мое производство. А звучит она очень неплохо. И в отличие от поломанной фирменной трубы, она более плотная, более жесткая, и по звуку она превзошла. Ну, в общем-то, комментарии уже все, и пора закругляться. Смотрите видео. Кругом весна ликует, природа веселится. Что ж я один тоскую, а чего ночами мне не снится? Одна твоя улыбка дает мне море счастья, но счастье это зыбко, и оно прошло как сон. Но луч надежды мне душу согревает, хотя я знаю, того, что было, не вернешь. Кругом весна ликует, лишь я один страдаю. Теперь я твердо знаю, что ты больше не придешь.